Отшумела весна, наступило жаркое лето. За окном догорал июньский закат, и оранжевое солнце из последних сил светило в блестящие плоскости окна. Однако плотные тяжелые шторы не позволили солнцу окрасить комнату в оттенки рыжих бархатцев. Посреди комнаты возвышается кресло, и оно обитаемо. В кресле сидит человек. Длинные тени ломают очертания его тела и скрывают лицо, невнятный силуэт да темные провалы глаз. Время от времени тишину комнаты нарушает тяжелый вздох. Человек откидывается на спинку кресла и опять замирает. «Знаешь», — звучит голос, — «я перестал догонять эту жизнь. Нет, реально, не понимаю ее. Ты только не думай, что я свихнулся. Я тот, что и прежде, да только жить стало сложно. Быстрый темп, непонятные идеалы, призрачные цели». Мой собеседник задумался. «Раньше я работал на заводе», — продолжил он, — «хорошая должность, стабильный оклад. Устал. Надоело. В душе не было спокойно. Устал наступать на горло собственной песни. И тогда я ушел. Ушел с опостылевшего завода. Стал художником. Родственники осуждали, друзья посчитали чудаковатым, но и те, и другие как-то незаметно отдалились. Жена, конечно, вздыхала, но выслушивала. С ней я делился своими идеями, фантазиями. Правда, часто и она меня не понимала. Сердилась. Мы с ней скандалили. Она хлопала дверью и уходила на работу. Человек повертел в руках тонкую сигарету. Помял в пальцах. Понюхал, но так и не закурил. Знаешь, когда мне становилось горько, я подходил к окну. Вот как сейчас. Смотрел на улицу и говорил о своих идеях коту. Я разговаривал со своим котом. Он приходил в комнату, садился в центре и внимательно меня слушал. Он и сейчас приходит. В комнате, на границе бокового зрения, мелькнул силуэт кота. Человек отвернулся от окна и повертел головой, стараясь что-то разглядеть за своей спиной. И вновь посмотрел в окно. Кот погиб несколько месяцев назад. Вырвался у меня из рук, когда мы возвращались от ветеринара через дорогу. А потом ушла жена. Однажды я проснулся, а ее нигде нет. Вот кажется, что кот иногда приходит. Я ему рассказываю, как тогда. А он меня слушает. Он один меня слушает, как тогда. Человек стоял у окна, обернувшись шторой, и смотрел в окно. Позади него на ковре сидел кот и жмурился, глядя на хозяина. А в глубине комнаты, в полумраке кресла, сидела жена и округлившимися от страха глазами смотрела на распахнувшуюся штору, внезапно принявшую очертания мужской фигуры. 3 месяца назад ее мужа насмерть сбил грузовик, когда он с котом возвращался от ветеринара.